Репозиторий на GitHub автора оригинальной кастомной прошивки. Ник, имя проекта. Здесь можно посмотреть историю изменений, которые вносились в код, а также скачать проект к себе на компьютер. Это форк проекта предыдущего автора. То есть я взял его исходные файлы, изменил их по своему усмотрению. Здесь также можно посмотреть историю изменений, начиная от оригинальной авторской версии и последующие мои. И скачать проект к себе на компьютер. Это страница на Google Диск с необходимыми программами для компиляции собственных прошивок, а также необходимые файлы для первоначальной прошивки микроконтроллера и последующих. На форуме Радио Кота есть тема, посвященная этому вопросу. В ней содержатся инструкции по использованию паяльника, описание изменений, схема паяльника и всякий сопутствующий материал. Согласно инструкции на форуме, установить необходимые программы, распаковать архив с проектом и добавить в эту папку необходимые файлы. Основная аппаратная доработка сводится к установке вибрационного датчика в штатное место. В конкретном случае ртутный замыкатель. Вот его место установки, две точки пайки. Также возможна установка пьезокерамической пищалки. Из-за ее отсутствия я ее не устанавливал. Подключается к выводу номер 7 микроконтроллера. Сверху слева второй пин. Это плюсовой вывод. Второй вывод к минусу питания. То есть можно подпаяться к верхнему контакту вибрационного датчика. Также был установлен предохранитель в свое штатное место. И заменен кабель питания на вот такой вот витой. По поводу прошивки паяльника. Для нее использовался стандартный программатор для STM микроконтроллеров ST-Link V2. Для подключения программатора в принципе можно ничего не подпаивать. Просто установить в контакты вот такую гребенку. И уже эти выводы вставить в плату в разъем для программирования. Можно прижать рукой, запрограммировать, достать и все. Сейчас соберу и расскажу о функциях данного паяльника. Для входа в меню необходимо зажать кнопку плюс и включить питание, затем кнопку отпустить. Первый пункт меню Sound, это включение-выключение звука. Единица звук включен, 0 звук выключен. Сохранение значений происходит сразу по миганию символа замок. Тройной клик для перехода в следующий пункт меню.
Пункт меню калибровочного коэффициента, значение которое добавляется или вычитается из конечного значения измеренной температуры. Может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Следующий пункт меню – это установка времени в минутах до сна, по истечению которого паяльник снизит нагрев до 100 градусов и будет поддерживать ее до тех пор, пока паяльником не воспользоваться или пока он не перейдет в следующий режим сна. Следующий пункт меню – это время до глубокого сна, по достижению которого паяльник полностью отключит нагрев, и выйти из этого режима можно лишь будет только выключив и включив питание. Это значение температуры, которая будет прибавляться к текущей в форсированном режиме. Следующий пункт меню – это выбор напряжения нагревательного элемента. Данный выбор оказывает влияние на максимальную скважинность шим для различных по напряжению нагревателей. На этом пункты меню закончились. Чтобы выйти из меню, необходимо выключить паяльник. Чтобы сбросить значение в меню на стандартные, необходимо включить паяльник с зажатой кнопкой минус. Все, значения сброшены. Я выбираю 220, так как данный элемент установлен у меня. Вход в режим калибровки производится включением паяльника с зажатыми кнопками плюс и минус. Сейчас мы вошли в режим калибровки. В этом режиме все символы на экране светятся. Калибровка выполняется в двух точках, это 100 градусов и 350 градусов. Сначала устанавливается температура в 100 градусов, затем производится измерение на жале паяльника. И если она не соответствует 100 градусам, тогда кнопками плюс и минус доводим температуру на жале до 100 градусов. Далее нажимаем одновременно кнопки плюс и минус для записи калибровочного значения температуры в 100 градусов в память. И так как у меня паяльник откалиброван, я установлю у себя значение в 100 градусов и сохраню его. Теперь пошел нагрев к второй калибровочной точке в 350 градусов. После того, как паяльник вышел на заданную температуру, можно немного подождать, чтобы жало хорошо прогрелось. Опять измеряем температуру на жале, и если оно не соответствует 350 градусов, кнопками плюс или минус подгоняем это значение под нужное.
После чего опять одновременно нажать кнопки плюс и минус. Все, калибровка завершена. После включения паяльника отображается установленная температура, затем текущая. Символ солнца указывает на подачу напряжения на нагревательный элемент. При достижении установленной температуры отображается символ градусник. Символ градус Цельсия указывает на единицу измерения температуры. Изменение температуры производится нажатием кнопок плюс и минус. Изменяется по 5 градусов. И автоматически сохраняются и не сбрасываются при выключении паяльника. Присутствует форсированный режим. Включается он нажатие одновременно кнопки плюс и минус, после чего к текущему значению температуры прибавляется значение из пункта меню Force. В данный момент плюс 40 градусов. При запуске форсированного режима отображается новая температура, а также символ F. Выход из форсированного режима также осуществляется одновременным нажатием кнопок плюс и минус. Буква F ушла. Либо же дождаться первого режима сна. Сейчас установлены значения для сна 1 минута, для глубокого сна 2 минуты. Включаем паяльник, пользуемся им, положили на подставку и ждем 1 минуту. Прошла 1 минута, нагрев паяльника снижается до 100 градусов, символ Луны мигает. И еще через минуту паяльник полностью отключит нагрев, отключит дисплей, символ Луны продолжит мигать. И чтобы выйти из режима глубокого сна, потребуется выключить и включить паяльник. На движение не реагирует. Режим самодиагностики заключается в выводе на дисплее сообщения ER с кодом ошибки. При возникновении ошибки происходит отключение нагрева паяльника, ну разве что кроме тех случаев, если пробит силовой ключ. Показать не могу, так как в данный момент паяльник в исправном состоянии. Также хочу добавить, что в моем форке, скорее всего, новых функций никаких появляться не будет. Максимум переработка старых для более оптимальной работы паяльника.